русская народная сказка, чтобы улучшить ваш уровень русского языка. Конечно же, вы очень хорошо знаете, что для того, чтобы повысить уровень русского языка, вам необходимо очень много слушать. Слушать истории и слушать сказки. Поэтому сегодня мы с вами этим и займемся. Мы послушаем русскую народную сказку про зиму, которая называется «Морозко». Еще есть фильм, который называется «Морозко». Это советский фильм, который сняли в 1964 году. Я думаю, что это 1964 год. Можете его тоже посмотреть. Это сказка-фильм. Сегодня чем же мы с вами займемся? Как мы с вами будем работать со сказкой «Морозко». Кстати, кто такой Морозко? Вы знаете слово «мороз», да, это когда очень холодно. Так вот, мороз – это персонаж славянского фольклора, который олицетворяет холод и мороз. В фильме это дедушка с длинной бородой, с длинной и белой бородой, который замораживает все вокруг, да, из-за которого зимой очень холодно. Как же мы с вами будем сегодня работать? Что мы с вами будем делать? Сначала я вам расскажу сюжет этой сказки, чтобы вам потом было легче понять историю, да, когда вы будете слушать. Потому что после того, как я вам расскажу сюжет, вы будете ее слушать. Уровень примерный B1. После того, как вы послушаете, мы с вами прочитаем эту сказку вместе, и я вам объясню какие-то новые слова и выражения. Итак, начнем с того, что я вам расскажу сюжет этой сказки. О чем же она? Муж и жена. У мужа есть дочь, у жены есть тоже дочь. Значит, эти две девочки, они сводные сестры. Да, когда это дочери рождаются у одной матери, тогда они родные сестры или просто сестры. Но если у них родители разные, то они сводные сестры. Какие отношения между дочерью отца и женой отца? Жена отца – это мачеха, и дочь отца – это падчерица. Да? Между ними отношения мачеха и падчерица. Так вот, мачеха обожает свою родную дочь, но терпеть не может падчерицу. Она заставляет ее очень много работать. И вот однажды она решает, что больше не хочет, чтобы падчерица жила в ее доме. И говорит своему мужу, чтобы он отвез ее в лес. Очень холодно, зима, мороз. Мачеха хочет, чтобы девочка замерзла в лесу. Муж исполняет желание своей жены и отвозит свою дочь в лес. Он оставляет ее одну в лесу, возвращается домой. Девочка очень сильно замерзла, но она ничего не может поделать. Она одна в лесу. И вдруг она увидела старика. Да, это был Морозко. И старик спрашивает у нее: «Тепло ли тебе, девица?» И девушка очень вежливо ему отвечает. Морозке очень нравятся ее ответы и как она разговаривает с ним. Поэтому он дарит ей подарки. Он дарит ей теплое одеяло, чтобы ей было не холодно, а потом сундук с драгоценностями. После этого приезжает
ее отец, чтобы забрать тело, да, тело девушки, потому что они думают, что она замерзла, но девушка не умерла, она жива. И когда мачеха видит, что падчерица жива, она говорит своему мужу, чтобы он отвез ее родную дочь в лес. Для чего? Для того, чтобы ее дочь тоже получила подарки. Отец отвозит ее дочь в лес, но эта девушка невоспитанная, она очень грубая. И когда она встречает Морозко, и Морозко спрашивает у нее, тепло ли тебе, девица, девушка отвечает ему очень грубо и невежливо. Что делает Морозко? Он дарит ей подарки? Нет. Морозко разозлился и заморозил эту девушку. Когда отец едет в лес, чтобы забрать ее оттуда, он находит только ее мертвое тело. Вот такая история. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. И если вы хотите работать со мной, изучать русский язык со мной, то смотрите в описании о курсах, которые я создаю для вас. А теперь давайте послушаем эту историю. А после того, как вы ее послушаете, мы опять встретимся и прочитаем эту историю вместе. Итак, хорошего вам прослушивания. Русская народная сказка «Морозко». Жил-был старый вдовец с дочерью. Потом мужчина женился во второй раз на женщине, у которой тоже была дочь. Женщина обожала родную дочку, хвалила ее при каждом удобном случае, но не любила падчерицу. Во всех действиях девушки она видела ошибки и заставляла ее весь день усердно работать. Однажды старуха решила избавиться от падчерицы раз и навсегда. Она приказала мужу: «Отвези ее куда-нибудь, чтобы я ее больше не видела и не слышала. Отвези в холодный лес и оставь там». Старик опечалился и плакал, но знал, что ничего не может сделать. Всегда все было так, как хотела жена. Поэтому он взял девушку в лес и оставил ее там. Он быстро вернулся, чтобы не видеть, как она замерзает. Бедняжка сидела в снегу, ее тело дрожало, а зубы стучали. Потом ее нашел Морозко, который ходил от дерева к дереву. «Тепло ли тебе, девица?» – спросил он. «Здравствуй, Морозко. Да, тепло», – сказала она, несмотря на то, что продрогла до костей. Сначала Морозко хотел заморозить ее до смерти, но он был восхищен молодой девушкой и сжалился. Прежде чем уйти, он дал ей теплую шубу и пуховое одеяло. Вскоре Морозко вернулся
«Тепло ли тебе, девица?» – спросил он. И снова «Здравствуй, Морозко!» «Да, мне очень тепло», – сказала она. И ей действительно стало теплее. На этот раз Морозко принес большой сундук, чтобы она могла на него сесть. Чуть позже Морозко вернулся еще раз. Теперь у девушки действительно было все хорошо. Морозко дал ей серебряные и золотые драгоценности, чтобы заполнить сундук, на котором она сидела. Тем временем старуха сказала своему мужу вернуться в лес и привести тело дочери. «Привези то, что от нее осталось», — сказала она. Старик сделал, как ему было сказано, и вернулся в лес. Его переполнила радость, когда он увидел, что дочь жива, сидит в шубе и серебряных и золотых украшениях. Когда он приехал домой с дочерью и сундуком драгоценностей, жена была поражена. «Седлай лошадь, старый осел, отвези мою родную дочь на то же место в лесу и оставь ее там», — с жадностью в глазах сказала она. Старик сделал, как ему было сказано. Как и сводная сестра, дочь старухи скоро стала дрожать. Через некоторое время пришел Морозко и спросил, как у нее дела. «Ты слепой?» – ответила она. «Разве не видишь, что мои руки и ноги совсем окоченели? Будь ты проклят, жалкий старик!» Как только на следующий день начало светать, старуха разбудила мужа, сказала ему привести обратно ее дочь и добавила: «Аккуратнее с драгоценностями». Старик послушался и поехал за девушкой. Через некоторое время заскрипели ворота во двор. Старуха вышла на улицу и увидела мужа рядом с санями. Она бросилась вперед и откинула покрывало. Она с ужасом увидела тело своей дочери, которую заморозил разгневанный Морозко. Она начала кричать и ругать мужа, но все было напрасно. Позже дочь старика вышла замуж за соседа, растила детей и жила счастливо. Ее отец время от времени навещал внуков и напоминал им всегда уважать Морозко. Отлично, надеюсь, что вам понравилась эта сказка. А теперь давайте прочитаем ее вместе. Итак, начинаем. Жил-был старый вдовец с дочерью. Ну, вы, наверное, знаете выражение «жил-был». Так всегда или очень часто начинаются русские сказки. Вдовец. Вдовец – это муж, у которого умерла жена. Да? И если у жены умирает муж, то она становится вдовой. Вдовец и вдова. Потом мужчина женился во второй раз на женщине, у которой тоже была дочь. Женщина обожала родную дочку. Глагол «обожать» – это значит очень сильно любить. Хвалила ее при каждом удобном случае.
хвалить или похвалить совершенный вид, это значит сказать человеку, что он молодец, что он сделал что-то очень хорошо. Но не любила падчерицу. Падчерица – это дочь мужа, да? Это не родная дочь. Во всех действиях девушки она видела ошибки и заставляла ее весь день усердно работать. Усердно – это значит очень хорошо. Очень хорошо, очень много, то есть она должна была очень сконцентрироваться, да, на своей работе, на том, что она делала. А вы усердно работаете? Можно усердно работать, можно усердно учиться, усердно заниматься. И здесь важно не количество часов, а качество. Усердно работать – это значит качественно работать. Однажды старуха решила избавиться от падчерицы раз и навсегда. Она приказала мужу: «Отвези ее куда-нибудь, чтобы я ее больше не видела и не слышала. Отвези в холодный лес и оставь там». Старик опечалился. Глагол «печалиться» и «опечалиться». Смотрите, я неправильно написала. «Опечалиться». Да? Еще есть слово «печаль». Печаль или грусть. Возможно, вы знаете слово грусть. Есть радость, когда мы очень рады, а есть грусть. Это противоположное слово радости, да, это антоним. Грустить и печаль. Печаль – это еще сильнее, чем грусть. Но, в принципе, можно сказать, что они синонимы – печаль и грусть. Итак, печалиться, да, грустить. Я запишу тоже это слово – грустить. И слово грусть. Слово грусть. Поэтому он взял девушку в лес и оставил ее там. Очень странно, да, что в этой сказке дед, муж, он исполняет это желание своей жены. Очень грустно, да, что он готов исполнить своей жены и отвезти в лес свою дочь, зная, что она там умрет. Он быстро вернулся, чтобы не видеть, как она замерзает. Глаголы «замерзать» и «замерзнуть». Когда нам очень-очень-очень холодно, и, например, вода, да, когда вода замерзает, она превращается в лед. То есть замерзнуть – это когда, не знаю, когда кровь уже превращается в лед, да. То есть очень-очень холодно и умереть, да, от этого холода. Бедняжка сидела в снегу, ее тело дрожало, а зубы стучали. Дрожать. Еще одно слово «дрожать» – это когда мы вот такой, да, нам так холодно, что тело дрожит, руки дрожат, а зубы стучат. И глагол «стучать», «постучать» еще мы можем постучать в дверь, да, это вот этот звук, это «стучать». То есть, когда нам холодно, у нас руки и тело дрожит, а зубы стучат. Потом ее нашел Морозко, который ходил от дерева к дереву. «Тепло ли тебе, девица?» – спросил он. Девица, да, это слово, которое употребляется в русских народных сказках, которое употреблялось раньше. Можно сказать, что сейчас это слово «девушка», а раньше это была «девица». «Здравствуй, Морозко». «Да, тепло», – сказала она, несмотря на то, что продрогла до костей. Продрогнуть до костей – это значит
очень сильно замерзнуть. Очень-очень сильно. Конечно, можно продрогнуть до костей только когда очень холодно, очень морозно на улице. Тогда, да, можно продрогнуть до костей. Сначала Морозко хотел заморозить ее до смерти, но он был восхищен молодой девушкой и сжалился. Восхищаться, и потом мы ставим творительный падеж. Например, я восхищаюсь твоей силой. Это значит сказать: вау, какой же ты сильный. Да, это восхищаться. Или восхищаться ее красотой. Вау, какая же ты красивая. Да, это восхищение. Я восхищаюсь кем-то. Прежде чем уйти, он дал ей теплую шубу и пуховое одеяло. Да, мы зимой накрываемся пуховым одеялом, чтобы было тепло. Оно сделано внутри пух птиц. Вскоре Морозко вернулся. «Тепло ли тебе, девица?» – спросил он. И снова «Здравствуй, Морозко». «Да, мне очень тепло», – сказала она. И ей действительно стало теплее. На этот раз Морозко принес большой сундук, чтобы она могла на него сесть. Сундук – это предмет, может быть, квадратный предмет, да, который открывается, и туда мы можем класть разные вещи. Это типа большая коробка, да? Ну, не совсем коробка, но похожа на коробку, но только закрывается крышкой, и мы можем его, например, закрыть, повесить замок и закрыть на ключ. Чуть позже Морозко вернулся еще раз. Теперь у девушки действительно было все хорошо. Морозко дал ей серебряные и золотые драгоценности. Драгоценности – это, например, сережки, да, если это вот сережки, если они золотые сережки, это драгоценность. Или браслет, да, например, золотой браслет, это драгоценность. То есть это драгоценные металлы, золото и серебро. Чтобы заполнить сундук, на котором она сидела. Посмотрите, здесь нужно поставить запятую. Сундук, запятая, на котором она сидела. Тем временем старуха сказала своему мужу вернуться в лес и привести тело дочери. «Привези то, что от нее осталось», — сказала она. Старик сделал, как ему было сказано, и вернулся в лес. Его переполнила радость, когда он увидел, что дочь жива, сидит в шубе и серебряных и золотых украшениях. Его переполнила радость. Это значит, что он очень сильно обрадовался. Он был очень и очень рад тому, что дочь была жива. В каких ситуациях вас переполняет радость? Напишите мне в комментариях, например, последний раз, когда вас переполнила радость. Когда он приехал домой с дочерью и с сундуком драгоценностей, жена была поражена. Была поражена, это значит, она была очень сильно удивлена. Она не ожидала того, что ее падчерица вернется живой, да еще и с драгоценностями. Например, «Я поражена твоим решением». Да? Твое решение меня очень удивляет. «Седлай лошадь».
Это значит одеть на лошадь седло, да, то, что мы одеваем на лошадь, чтобы сесть потом на нее. Это называется седло, а глагол седлать, седло. Старый козел, да, это обзывательство, она обзывает своего мужа. Отвези мою родную дочь на то же место в лесу и оставь ее там. С жадностью в глазах сказала она. Старик сделал, как ему было сказано. Как и сводная сестра, дочь старухи скоро стала дрожать. Через некоторое время пришел Морозко и спросил, как у нее дела. «Ты слепой?» – ответила она. Слепой – это человек, который не видит, да, не может видеть. «Разве ты не видишь, что мои руки и ноги совсем окоченели?» Глагол «окоченеть» – это значит замерзнуть. И замерзнуть так сильно, что мы их даже не чувствуем. Когда прошлой зимой я ездила домой в Россию, было очень холодно, минус 20 градусов. И я снимала перчатки, да, чтобы сфотографировать Красную площадь, огонечки красивые. И мои руки замерзали. Я не могла больше 5 секунд быть без варежек. Когда очень холодно, руки коченеют, мы их не чувствуем. Так вот, у этой девушки руки и ноги совсем окоченели, так сильно замерзли, что она их больше не чувствовала. «Будь ты проклят, жалкий старик!» Да, это она ему желает всего самого плохого, да, чтобы что-то плохое с ним произошло, с этим стариком. Как только на следующий день начало светать, старуха разбудила мужа, сказала ему привести обратно ее дочь и добавила: «Аккуратнее с драгоценностями». Старик послушался и поехал за девушкой. Через некоторое время заскрипели ворота во двор. Старуха вышла на улицу и увидела мужа рядом с санями. Сани – это то, что раньше использовали. Запрягали лошадей и прикрепляли сзади сани. Туда садились люди или туда клали вещи. Она бросилась вперед и откинула покрывало. Да? Представьте, это тело девушки, здесь тело, и она накрыта покрывалом. Так вот, ее мать откинула покрывало, она сняла покрывало с тела девушки. Она с ужасом увидела тело своей дочери, которую заморозил разгневанный Морозко. Разгневанный – это значит очень злой. Он очень разозлился на девушку. Она начала кричать и ругать мужа, но все было напрасно. Напрасно значит без результата. Да? Она могла кричать, она могла плакать, но ее дочь уже была мертва. Ничего нельзя было сделать. Все было напрасно. Позже дочь старика вышла замуж за соседа, растила детей и жила счастливо. Ее отец время от времени навещал внуков и напоминал им всегда уважать Морозко. Вот такая зимняя сказка, русский триллер. Надеюсь, что она вам понравилась, что вы узнали много интересных слов и выражений, которые вам пригодятся. Я в этом уверена. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого-самого лучшего. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Приходите на курсы, которые я создаю для вас. А я с вами прощаюсь и обнимаю вас очень крепко. Всего вам самого доброго.